Алена Апина – советская, а затем российская эстрадная исполнительница, получившая известность благодаря участию в саратовской группе «Комбинация». Песни «Бухгалтер», «Американ Бой», «Два кусочка колбаски», «Вишневая девятка» принесли группе необычайную популярность в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. В конце 1991 года начала сольную карьеру. Алена пишет музыку, сочиняет стихи, преподает. В 2002 году стала заслуженной артисткой России. В 2019 году подверглась нападкам хейтеров за слишком, по их мнению, откровенный ролик на песню «Близость». Детство и юность. Родившуюся летом 1964 года в саратовской семье Любови и Евгения Левочкиных девочку назвали Еленой. Отец инженер и мама продавец мечтали вырастить единственного ребенка всесторонне образованным, и начало было положено, когда малышке исполнилось 5 лет. Ко дню рождения Лене купили пианино. Восторгу девочки не было предела. Она любила петь и со всей серьезностью устраивала домашние концерты. Рассадив всех присутствующих в полукруг, Леночка, которой не давалась в детстве буква «Р», объявляла: выступает наодная артистка без публики, чем сразу приводила немногочисленных слушателей в восторг. Когда Лене исполнилось 6, родители записали ее в музыкальную школу. Мама в мечтах видела свою девочку музыкальным руководителем в детском саду и женой военного. Сама будущая певица видела себя концертмейстером в оперном театре и с удовольствием летела на занятия. Школьные уроки она всегда делала после того, как выполняла задания по музыке. В 1 классе Леночка впервые получила признание в любви от мальчика Эдика с большими ушами. Он написал ей об этом на промокашке, как только они выучили все буквы и научились их писать. Девочка гордо бегала по школе и всем демонстрировала каракули первого поклонника. Подростком Лена регулярно влюблялась в актеров. Она притворялась больной, если по телевизору шел фильм с ее кумиром Андреем Мироновым. Затем ее сердце покорил Александр Абдулов. Посмотрев «Собаку на сене», стала убеждать одноклассников, что выйдет замуж за Михаила Боярского, и даже перечитала всего Лопе де Вега. Позже, встретившись с предметом своей детской страсти на какой-то из программ и услышав от него комплимент в свой адрес, Апина подумала: «Боже мой, вот они, алые паруса. Ведь все могло бы избыться». В день, когда ей исполнилось 10 лет, родители развелись. До сих пор Апина обижена на них, что нельзя было в другой день. После развода отец женился на маминой подруге, а попытки Любови устроить личную жизнь были безуспешны. Оставшаяся жить с мамой девочка доставляла ей немало хлопот, поскольку росла той еще бунтаркой. Был даже момент, когда, о чем-то поспорив, Лена ушла из дома и неделю жила у подружки в коммуналке. Потом вернулась, просила прощения, признав свою неправоту. Тем не менее, Лена считалась лучшей ученицей музыкальной школы по классу фортепиано. Естественно, что после 8 класса она поступила в Саратовское музучилище, по окончании которого стала работать аккомпаниатором в клубе. 2 года работала в Востоке выпускница музучилища, на протяжении которых пыталась поступить в местную консерваторию. Но конкурсный отбор был велик, поддержки и покровителей в мире искусства у девушки не было. Тогда Елена прислушалась к мнению близкой подруги и в 3-й раз подала документы на факультет народного пения, куда с успехом прошла. Как и каждому самостоятельному студенту Апиной, на тот момент девушка успела побывать замужем, развестись и оставить фамилию мужа. Катастрофически не хватало денег. И предложение композитора Виталия Окорокова, с которым она встречалась в 1988 году, поработать на каникулах в созданной им группе «Комбинация», пришлось как нельзя кстати. Знакомясь с коллективом, девушка представилась Аленой. Да так ей и осталось. Начало пути – «Комбинация». Репетиции, гастроли и выступления группы отнимали много времени. Алена, получавшая по 10 рублей за концерт, не стала продолжать учебу в консерватории. Песни комбинации становились популярными, поскольку отражали существующую реальность. Группа давала по 60 концертов в месяц, стала готовить к выходу первый диск в Америке. Алена же решила начать сольную карьеру. Подвигнул певицу на такой кардинальный шаг новый роман, который начался на музыкальном фестивале «Азбука России» в Узбекистане. Как вспоминала Апина, в Ташкенте комбинацию поселили в доме престарелых. Как раз был национальный праздник. Старики целыми днями слушали пластинки с народными песнями. А Алена, которая после нескончаемых концертов мечтала отдохнуть, пыталась призвать администрацию к порядку, объясняя свою позицию. Из ее уст прозвучала фраза «покажите мне человека».
который не любит артистов и совершенно не понимает, что у нас жизнь хуже, чем у цыган. Такого человека ей показали. Им оказался никто иной, как Александр Иратов, на тот момент работавший администратором Вячеслава Малежика и был одним из организаторов фестиваля. За шикарным ужином, которым угощали комбинацию в качестве компенсации за причиненные неудобства, Александр галантно ухаживал за Аленой. Девушка почувствовала, что влюбилась, и по возвращении в Москву стала искать повод снова встретиться. Когда Иратов позвонил сам, Апина поняла, что это судьба. Александр стал в тот момент для нее всем – гражданским мужем, продюсером, другом. В 1991 году певица ушла из раскрученного коллектива в свободный полет. 90-е – сольная карьера и замужество. Именно благодаря Иратову начало самостоятельной деятельности Алены сложилось успешно. Первая сольная композиция «Ксюша» звучала во всех возможных эфирах. 1992 год Апина отметила выпуском первого винилового альбома «Улица любви». Для некоторых песен слова написала самостоятельно. Вскоре она записала с композитором Аркадием Укупником еще один альбом «Все так непросто» с хитами «Леха», «Я тебя у всех украду», «Летучий голландец любви». С Александром Алена жила без штампа в паспорте до 1993 года, пока ее не пригласила свидетельницей на свою свадьбу Татьяна Овсиенко. Со стороны жениха Владимира Дубовицкого свидетелем пригласили Филиппа Киркорова. Апина взбунтовалась. Ей тоже хотелось свадьбу, хотелось стать законной. Иратов сдался, и вскоре они стали официальными мужем и женой. Семейная жизнь еще сильнее мотивировала певицу на успех. Следующим шагом к признанию и славе стал поп-роман. Сегодня подобные постановки называют мюзиклами «Лимита», созданный в середине 90-х на стихи поэта Михаила Танича при помощи режиссера Дмитрия Астрахана. Аншлаг премьеры состоялся в обеих столицах – Москве и Санкт-Петербурге. Песня «Узелки» по рейтингам популярности не знала равных. Телеверсия мюзикла пришлась по душе многомиллионной аудитории. Сама примадонна удостоила коллегу положительной рецензии. Вслед за «Узелком» вся постсоветская страна стала распевать «Он уехал прочь» на ночной электричке, а эстеты отметили дуэт Апина-Насыров, исполнивший «Лунные ночи». На протяжении года Мурат гастролировал вместе с Аленой не только по России, но и по зарубежным странам. Пресса тут же приписала им романтические отношения, а позже начали говорить, что такой пиар-ход придумал муж Апиной. Иратов в одном из интервью пообещал одному известному изданию иск в суде за клевету на жену и его подопечного Мурата Насырова, продюсером которого Иратов был на тот момент. Но дело до суда не дошло. Конец 90-х принес певице заслуженные награды «Золотой граммофон», «Овация», «Звезда». Алена выпустила 2 новых альбома, стала ведущей полевой почты на ТВ-центре. В начале нулевых совместно с Лолитой участвовала в рождественских встречах Аллы Пугачевой с их совместной композицией о женской дружбе, создала клип на песню «Завтра». А затем на некоторое время исчезла с поля зрения как поклонников, так и журналистов. Долгожданная дочь и новая жизнь. Лишь в 2003 году Апина рассказала широкой общественности о том, что стало причиной ее исчезновения, и о 9 попытках стать мамой самостоятельно, и о выкидышах, неудачном ЭКО, и о собственном отчаянии и депрессиях, и о том, как в 2001 году у них с Александром Иратовым все же появилась их общая и долгожданная дочь Ксения. Последней каплей терпения в череде испытаний на пути к рождению дочери стало как раз участие в съемках рождественских встреч и назидательное замечание одной из известных певиц. Апина рассказывала об этом так. Она подсела ко мне и произнесла: «Ну что ты не родишь никак, Алена? Ты что, ребенка не хочешь? Я вот родила недавно. У меня такой славный пупсик. Я женщина хоть и сильная, но слезы сдержала с трудом. Вернулась домой, предложила мужу: давай еще раз обследуюсь. Или из детдома ребеночка возьмем». Но Александр отрезал: у нас будет свой ребенок. Апина и Иратов прибегли к малораспространенному тогда еще способу родить совместного ребенка. Знакомая врач-гинеколог одного из провинциальных городов помогла им найти суррогатную мать из приличной семьи. И ее муж, и сама женщина, научные работники, растили 2 собственных детишек. Вся процедура прошла в середине 2001 года. Но спустя 7 месяцев суррогатная мама почувствовала себя плохо. Донашивание могло иметь серьезные последствия для ее здоровья. Будущие родители проконсультировались у столичных светил-гинекологов, и обоим стало ясно, что их ребенок родится здоровеньким, хоть и 7-месячным. Так и получилось.
Крохотную малышку сначала хотели назвать Наташей, но Алена попросила выбрать имя Андрея, сына Иратова от первого брака. Мальчик назвал единокровную сестру Ксенией. Когда дочь привезли домой, молодая мама поначалу растерялась. Пришлось просить знакомую женщину-врача провести ночь в их доме и рассказать, что и как надо делать. Но потом очень быстро научилась сама и пеленать, и кормить ребенка. За дочкой ухаживали вдвоем с мужем. В начале 2002 года Ксению крестили. Крестной стала лучшая подруга Татьяна из Саратова, а крестным – Борис Моисеев. Ксения не хочет идти по стопам мамы. Она занимается гимнастикой и мечтает о звании мастера спорта, но образование хочет получить медицинское, а работать думает в хирургии. Сейчас она студентка лечебного факультета РУДН. Серьезным событием в личной жизни Алены стало заявление о разводе с мужем Александром Иратовым почти сразу после празднования серебряной свадьбы в 2017 году. Причем певица пояснила в своем Инстаграм, что никаких глобальных причин для подобного шага у них нет, просто пришло время каждому идти своим путем, не доставляя при этом проблем их дочери. Несмотря на то, что Алена перешла отметку 50, она уверена, в 50 сейчас, это как раньше было в 30. Ты вроде уже не юная, но и не старая. Ты еще вполне привлекательна тут. Я хотела и красивости, и показать, что женщина в 50 плюс желанна. Разрушить эту философию доживания. Что жизнь закончилась. 50 плюс – это весело и здорово. Новое творчество. После творческого перерыва Апина появилась на публике в 2002 году, когда ей присвоили звание «Заслуженной артистки России». А затем почти полностью погрузилась в материнство до момента, когда Ксюша пошла в школу. Параллельно она записывала новые песни, а в 2007-2008 годах выпустила новый диск «Самолет на Москву» и дала большой сольный концерт в космосе, на котором в последний раз присутствовал автор многих стихов для ее песен Михаил Танич. Через 1,5 месяца его не стало. Артистка попробовала свои силы в кино, создала и стала ведущей авторской программы «Интернационал» на радио, преподавала музыку в школе Ксении вплоть до 2018 года. Когда вышел альбом «Давай так», большинство текстов Апина написала сама, как и музыку к ним. В этом же году Апина выпустила клип на песню «Близость», откровенный и вызвавший небывалый ажиотаж в сети. Видео набрало миллионные просмотры, а мнения слушателей разделились кардинально. Хейтеры называли видео пошлым. Бывший муж также оказался в группе критикующих. Апину поддержала дочка Ксения, заявившая, что читать весь негатив маме не позволит, и что смелостью певицы восхищаются даже ее одноклассники. Алена Апина сейчас. Алена Апина, отметив в 2019 году свое 55-летие, готова к новым свершениям и очередному витку творческой карьеры. Например, в этом же году она сразу же поделилась с поклонниками новым клипом «Парашюты», который набрал десятки тысяч просмотров на YouTube. Также певица продолжает радовать фанатов яркими фотографиями в Инстаграм, на которых она по-прежнему выглядит свежо и молодо. Алена часто ездит на отдых и публикует фото из теплых стран. В 2020 году у певицы произошло недопонимание с певцом Нилетто. Однажды за кулисами Алена подошла к Даниле Прыдкову, настоящее имя исполнителя, и предложила ему записать совместную композицию. На что музыкант ответил: «А мне это зачем?». Такие слова очень обидели Алену, и, по словам певицы, композиции Прыдкова стали нравиться ей гораздо меньше.